Привет, привет, с вами Алена, а за работой у нас будет мастер Елена. Обратилась к нам девушка вот с таким вот пальчиком, и это не свежая травма. Дело в том, что где-то дней 10 назад, то есть за 10 дней до того, как она пришла к нам в салон, она решила отдохнуть и разложить раскладной диван. Ну, что-то пошло не так, и получилось, что какая-то часть дивана ударила ей прям по пальцу. Ну, в общем, это был не ее диван, она вроде где-то отдыхала. Короче, там такая мутная история. В общем, случилось так, что по пальцу шибанула какая-то деталь от дивана. Естественно, там боль, кровь и вообще кошмар. И ситуацию спасли на самом деле здесь не мы, а спасла ее мама, потому что мама у нее медик, и она знала, как обработать такую травму. Поэтому 10 дней они все это дело промывали и подсушивали то ли йодовым раствором, то ли йодом. В общем, что-то они такое делали, что не дало воспалиться и загноиться пальчику. То есть все абсолютно сухое, готовое к зачистке. Ничего лишнего там не осталось. Лене остается только убрать вот этот кусочек ногтя и зачистить все, что поддается зачистке. Ну и, конечно, впоследствии будем ее наблюдать, производить дополнительные зачистки, убирать все ненужные вот эти мертвые ткани. Как видите, в уголочке, вот так, с какой стороны, получается, слева, с левой стороны, если смотреть лицо, у нее прям кусочек ногтя, угол, он прям вышел оттуда. То есть можно представить себе, какой был удар. Я, честно, даже боюсь представить. Я столько видела этих травм, но сама, слава богу, ни разу еще не попадала. Я надеюсь, эта участь меня обойдет, но кто знает, как говорится. В общем, иногда у людей вот так вот просто, вытаскивается ноготь, и сейчас Лена как раз-таки этот кусочек оттуда и достанет. Благо, никакой кровищи, на самом деле. Очень здорово делать зачистку вот так на сухую, на мокрую, на воспаленную, на окровавленную жижу. Естественно, никто работать не будет. Поэтому здесь, используя твердосплавную фрезу шар, Лена ее очень любит. Она любит побольше шарика. Я, когда работаю, беру поменьше, потому что я в основном с руками. Редко делаю это с ногами, но, тем не менее, иногда ностальгия прям мучает и хочется в ножках поковыряться. А Лена любит большой шар, потому что он быстро и хорошо зачищает и стоньшает ногтевую пластину, что впоследствии дает возможность сделать срез ногтя. Ну и кожу, как видите, тоже очищает. Короче, все там он убирает вообще без всяких проблем. Сейчас она как раз-таки зачищает вот этот уголочек, который вышел из-под кутикулы, и потом будет его срезать. Как видите, все происходит просто и быстро. Видео практически без ускорения, насколько я вижу. Да, оно без ускорения, его не ускорило, потому что вы же любите подлиннее. Но, честное слово, так сложно показывать длинные видео, когда, в общем-то, здесь и делать-то нечего. Тут все на самом деле просто, хотя выглядит, наверное, просто ужасно. Я сама, когда вообще этот пальчик у девочки увидела, думаю, боже мой, что же с ней такое случилось? А все очень-очень даже просто. Видите, вот можно элементарно неудачно раскрыть диван, и вот будет такая вот досада. Но самое главное не впадать в панику, и очень классно, что ее мама так сориентировалась и оказала первую помощь, все промыла, все подсушила. Посмотрите, какой он классный, то есть он уже точно пойдет на поправку, и все с ним будет отлично. Вот здесь Лена показывает, что вот это уже мяско, оно мягкое и живое, соответственно, его уже лучше не трогать. Понятное дело, что там и синяк, и палец, честно говоря, такой в шоке, да, как будто его в розетку засунули. Но нам, тем не менее, нужно достать все, что мы сможем. Но, еще раз повторяю, всегда зачистка производится до тех пор, пока клиенту комфортно и безболезненно. Мы не делаем укол. Мне очень часто спрашивают, а как вы обезболиваете, а куда вы вкалываете, что вы вкалываете. Мы ничего никуда не вкалываем. Это вообще не наш вид деятельности. Мы только оказываем так называемую подопомощь, производим зачистки. Сейчас выглядит так, как будто Лена отрывает ногти от ложа, но это не так. Он просто, он уже давно отошел, просто она его приподнимает, отклеивает вот эту вот склеенную часть кровью и убирает. Вот, то есть мы ничего не обкалываем, потому что это не больно. Как видите, клиент сидит спокойно, никто не дергается, в обмороки не падает. И, естественно, никакого обезболивания у нас не было. Снова проверяем кюреткой ту часть, которая отошла. Далее было принято решение продолжить зачистку шаром, для того, чтобы еще дополнительно истоньшить ногтевую пластину.
И после чего Лена, видимо, решила, что этого будет достаточно. Ну, раз Лена решила, значит, так тому и быть. Судя по всему, с этой девушкой мы увидимся через несколько дней. И тут мы накладываем нашу любимую повязку, вот эту, которая сама крепится к себе. Это очень удобно, то есть не нужно завязывать всякие ленточки и бантики, как на обычном бинте. Она прикрепляется, называется она Пеха Хафт. И самое классное, что она дышит, потому что под пластырем, многие сразу же клеят пластырь, дышать не будет. Ну, в общем, ждите продолжения. До новых встреч. С вами была Алена. Пока-пока.